Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан говорит Барану «Я хочу ребенка, сука», Баран спрашивает Дилана «Ты больше не боишься, прежде чем обрадоваться?» Когда Дилан говорит «Я ничего не боюсь, когда рядом со мной такой мужчина, как ты», Баран обнимает Дилана и говорит «Я самый счастливый человек в мире». После того, как Дилан говорит «Я самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть такой мужчина, как ты», они говорят друг другу, что любят друг друга. Дилан, Гуль и Ферат выходят из комнаты, говоря «Давайте не будем опаздывать на ночь Ферата». Госпожа Кадер приходит к Гулю и снова произносит эмоциональную речь. Когда госпожа Кадер молится, Гуль начинает плакать. Тем временем раздается звонок в дверь, и приходит господин Кудрет и завязывает свой пояс молитвами, говоря «Я считаюсь его отцом, как это принято». Затем он предупреждает Гуля, что если ты расстроен или скучаешь, тебе следует прийти ко мне, после чего они все вместе выходят из комнаты. Ферат ждет у двери с Диланом и Бараном. После того, как господин Кудрет заставил Ферата пообещать не расстраивать мою дочь, он говорит «Поцелуй руку твоей матери». Когда госпожа Кадер сообщает Ферату, что моя дочь доверяется вам, Ферат говорит «Не волнуйтесь, я хорошо позабочусь о вашей дочери». Господа Кудрет, оставьте Ферата и Гуля наедине и спуститесь вниз. Когда Ферат говорит «Скажите нам, чтобы мы спустились, когда будете готовы», Гуль снова молчит. Харун и Ясмин начинают играть в игру, чтобы лучше узнать друг друга. Когда Дилан говорит «Как хорошо, что все вместе», Баран говорит, что не все, а затем говорит «Представь, здесь бегает маленький парень, похожий на тебя». Когда Дилан говорит «Как было бы здорово», Баран также говорит о том, как смягчаться сердце каждого, когда они придут в этот особняк, жаждя голоса ребенка. Пока Джихан всех снимает, когда к ней приходит госпожа Азади, она их ругает. Затем он поворачивается к Хасану и злится, говоря «Смотри, все такие счастливые». Тем временем Гуль и Ферат идут рука об руку. Дилан становится взволнованной, когда видит Гуля таким. Когда Баран спрашивает, что с тобой случилось, он отвечает, что он волнуется только тогда, когда видит Гуля. Говорят, что Азади Ханым – это не особняк, а проходной постоялый двор, словно она Хаспам, который придет и поселится на нас сверху. Господин Кудрет приглашает всех сесть за стол. Когда Ясмин говорит, что ей холодно на улице, Харун накидывает ей на шею свой шарф. Затем, пока они оба говорили о том, как они любят свою мать, Харун сказал ей, что он связал шапку этого шарфа и что ему жаль, что он потерял мою мать. Они встают и говорят, что им больше не следует грустить. Господин Кудрет встает, чтобы выступить за ужином. Когда он начинает говорить, Гуль и Ферат встречаются лицом к лицу. Господин Кудрет сообщает нам, что мы прошли через очень тяжелые события, но никто не смог нас разлучить, и вам удастся стать целостными, как того требует брак. Дилан и Баран смотрят друг на друга и держатся за руки. Затем он садится на подушку и говорит, что, даст Бог, он состарится. Гуль и Ферат не могут оторвать глаз друг от друга. Когда Цеврия чувствует движение ребенка, она зовет Джевдета, и движение ребенка прекращается. Когда Джевдет говорит, что у него будет сын-футболист, и что он назовет его Фиртина Сеет, Джеврия спрашивает, а что, если это будет девочка? На этот раз, когда Джевдет говорит Фиртина Ханифе, Цеврия сразу же злится, потому что она заставила Ханифе прилипнуть к ней. Когда Баран наполняет тарелку Дилана всем, и Дилан говорит «Они неправильно поймут, что вы делаете», Баран говорит «Пусть они поймут все, что хотят». Джихан исчез и устроил Гулю и Ферату видеосюрприз к их свадьбе. Пока все смотрят слайд, Дилан спрашивает, вмешался ли Баран, когда ему положили десерт на тарелку. Дилан говорит, что у меня болит живот, я могу подавить это только так, сладкое и соленое одновременно. На слайде госпожа Азади произносит мимолетную речь, и как раз в тот момент, когда Хасан собирается выступить, происходит несчастный случай, который вызывает у всех улыбку.
Наконец, Джихан завершает слад словами: «Вы одна из пар, которые я беру в пример, всегда будьте счастливы». Харун и Ясмин возвращаются домой и ведут очень приятную беседу. Когда Ясмин говорит: «Если хочешь, давай выпьем чаю», Харун говорит, что я не буду ее беспокоить. Когда Ясмин говорит: «Спасибо за сегодняшний вечер, хорошо, что концерт отменили», Харун отвечает: «Да, так будет лучше». Когда Ясмин хочет отдать ему шарф, Харун говорит: «Ни в коем случае», и Ясмин идет домой, желает ему спокойной ночи, а когда она снова смотрит на дверь, они с Харуном снова смотрят друг на друга. Когда Джихан предлагает пригласить пару на танцы, Гуль спрашивает Ферата: «Разве ты не собираешься пригласить меня на танцы?» Ферат ответила, что да, и Гуль Карабей спросила, будет ли она танцевать со мной, Гуль сказала, что будет счастлива, и они начали танцевать. Им на ум приходят мечты о свадьбе Ферата и Гуля. Хотя Хасан Азади Ханем хочет помешать ему, у него хватает смелости пригласить Сабиху Ханем на танец. Госпожа Сабиха благодарит ее и отказывается, говоря, что она плохо танцует. Все смотрят, как Джихан записывает романтический танец Гуля и Ферата нос к носу. Когда Цеври спрашивает Ясмин, как прошел концерт, Ясмин объясняет, что концерт был отменен, и они бродили с Харуном. Для Гуля и Ферата проводится ювелирная церемония. Дилан дает Гулю в руку лист бумаги, перевязанный лентой. Когда Гуль открывает газету, Ферат и Баран очень удивляются и дарят документ на дачу. Затем Джихан фотографирует. Затем, когда Джихан говорит: «Давайте все вместе уйдем на пенсию», госпожа Азади не хочет стоять на месте. Когда Джихан зовет бабушку, ей приходится вставать. Харун переполняется счастьем, представляя себе ночь, проведенную с Ясмин. Пока все остальные танцуют халай, Хасан танцует халай так, как будто Сабиха вот-вот упадет в него. Госпожа Азади злится. Госпожа Сабиха поздравляет Гуля и Ферата, говорит: «Спасибо, мне было приятно впервые быть где-то с дочерью», и уходит. Госпожа Кадер просит Гуля и Ферата отдохнуть, ваша комната готова. Они держат Ферата и Гуля за руку, желают всем спокойной ночи и уходят. Когда господин Кудрет и Баран поздравляют Гэжу Кадер, госпожа Кадер говорит: «Да благословит вас Бог, как я могла сделать все это самостоятельно». Баран завершает тему, говоря, что они мои братья и дети моего отца, мы выполнили свой долг. Когда все расходятся по своим комнатам, Джихан заходит в гостиную, смотрит на свой телефон и расстраивается, когда узнает, что ему нужно сдавать экзамен. Приходит Дилан и когда видит, что она расстроена, злится, говоря, что не надо было идти на тендер вместо экзамена. В то время как Джихан говорит: «Хорошо, но пока не позволяй моему брату слышать об этом», Баран спрашивает: «Чего я не услышу?» Когда Джихан говорит: «Я провалила один курс», Баран злится. Когда Дилан говорит: «Не беспокойся, он уже в плохом настроении», Баран говорит: «Молись за Дилана», и отправляет его в свою комнату, говоря, что сейчас же иди в свою комнату. Гуль и Ферат сидят спиной друг к другу в своей комнате, и Гуль плачет. Когда Баран и Дилан ложатся спать, Дилан спрашивает: «Вы заметили, что Гуль и Ферат сегодня вечером очень спокойны?» Баран говорит: «Да, но они уже пережили много событий, поэтому, естественно, они устали». Пока Дилан говорил о браке, потому что с этого момента начинается настоящее испытание, он внезапно понимает, что Баран спит. Он прикрывается и ложится рядом с ним, наблюдая за Бараном. Гуль и Ферат просто сидели там до утра. Когда Баран просыпается, он понимает, что Дилан спит у него на груди. Когда Баран будет Дилана и говорит, что с этого момента тебе лучше привыкнуть вставать рано, Дилан спрашивает: «Почему я уволился?» Когда Баран говорит, что материнство не будет меня нежно, как я, она прибежит и прыгнет между нами, на их лицах обоих появится улыбка. Ферат говорит, что я не хотел, чтобы первое утро нашей брачной ночи было таким, я оставил твою радость в урожае, я не смог сдержать свое обещание, пожалуйста, прости меня. На вопрос, можете ли вы меня простить, Гуль отвечает: это не наша тема. Сегодня для нас началась новая жизнь.
Нам приходится выглядеть несчастными. Пожалуйста, сдержите хотя бы это обещание, давайте готовиться к завтраку. Ферат выходит из комнаты, говоря, тебе некомфортно. Гуль думает о том, как она будет играть в эту фальшивую игру о счастье. Пока Дилан и Баран сидят одни за столом, приходит Джихан. Когда Баран предлагает сесть и спрашивает, что случилось, Джихан говорит, что я хотел быть с тобой, это все, что меня волнует. Когда Баран говорит, что в этом нет необходимости, если вы хотите поддержать нас, идите в школу, и это самая большая поддержка для нас, Джихан говорит, я не хочу быть врачом. Баран очень злится, когда слышит это. Когда Джихан говорит, что я для тебя бесполезен, Баран злится, потому что он думает, что ты пойдешь в школу, не используя нашу семью как оправдание. Когда Дилан говорит, давайте сядем и поговорим всей семьей, если мы семья, мы должны уважать идеи Джихана, спорят Баран и Дилан. Баран, ты продолжишь его школу. Когда Джихан говорит, что это мое последнее слово, Джихан выходит из-за стола, а Дилан выходит из-за стола вслед за ним. Харуну становится любопытно, когда Ясмин опаздывает, и он ждет ее. Когда приходит Ясмин и спрашивает, почему вы опоздали, Ясмин говорит, я зашла в магазин, и вручает Харуну, берет в качестве небольшого подарка в знак благодарности. Харуну очень понравился этот подарок от Ясмин, и он сразу же надел его себе на голову. Дилан приходит к Джихану и говорит, не беспокойся о том, что сказал твой брат, он тоже был шокирован, потому что ты сказал, что бросишь школу. Джихан твердо намерен бросить школу и говорит, что я четко сообщу брату о своем решении. Тем временем в комнату приходит Баран, и Джихан спорит с Бараном, говоря, я хочу быть более полезным для своей семьи, я брошу школу, это мое окончательное решение. Когда Дилан говорит, не иди против него, Баран говорит, что ты имеешь в виду, он должен учиться, он не может бросить школу. Они спорят, Дилан, ты думаешь, что всегда прав, ты собираешься делать это, даже когда завтра у нас будет ребенок, и Дилан говорит, тогда давай отложим это дело с ребенком. Когда Баран спрашивает, что вы имеете в виду, Дилан кричит, я говорю, что мы не можем быть родителями. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.